Человек – это первобытный примат, который научился писать свой следующий геном карандашом из кремния. Несколько миллиардов лет назад на Земле появились первые живые протоклетки, которые постепенно стали превращаться в цинобактерии. Кислородный фотосинтез начал подготавливать атмосферу для сложных форм жизни. Прошел еще 1 миллиард лет и стал происходить симбиоз бактерий. Появились митохондрии. Появляется ядерная ДНК, половой процесс и быстрый отбор признаков. Спустя еще 600 миллионов лет первые лопастеперые рыбы стали эволюционировать в различные группы животных. Одна из этих групп называлась тероподами. Конечности с пальцами закладывают базовый шаблон будущей руки приматов. 66 миллионов лет назад в Юкатан прилетает астероид. Происходит гибель динозавров. Мелкие насекомоядные или протомлекопитающие занимают опустевшие ниши. Палеоцен. Едва прошло 500 тысяч лет после падения астероида, и уже среди влажных зарослей папоротников по коре обугленных деревьев бегает Пургаториус, зверек величиной современную мышь, но уже с приматской хваткой. Большие пальцы на задних лапах могут обхватывать ветку. Чуткий нюх улавливает сладковатый запах упавших плодов, а подвижные ушки слышат шорох личинки в трухлявой коре. Зверек подтягивается к гроздям мелких ягод Палаео витис, прокусывает кожицу острыми резцами и слизывает мякоть. Цепкие коготки приподнимают кору, язык-хлыст выхватывает личинку жука, богатую белком. Если вспугнуть стаю термитов, Пургаториус распластывается на стволе, втягивая насекомых, словно миниатюрный муравьед. Фрукты на завтрак, насекомые и пауки на ужин. Природа дала ему энергию для круглогодичного размножения и заложила основу пищевой гибкости. Ранний Эоцен. Густые тропики охватывают Африку и Азию. Идеальная сцена для 3 самых древних прообразов обезьян. Альтиатласиус – крошечный виноградный вор, весивший меньше домашней мыши. На рассвете он карабкается по тонким ветвям, хватающими лапками доворачивая ягоды и мягкие плоды цикатовой пальмы. Услышав в шелухе шорох, он мгновенно поддевает кору и язычком-лопаткой выманивает личинку жука. Тейл Хардина, зверек на удлиненных плюснах, скачет по лианам, как мини-лемур. Резкий прыжок в крону цветущего дерева, быстрый стримпинг нектара, затем стремительный бросок за мотыльком с пугнутым собственным крылом. Арчицебус, ростом 7 сантиметров, но с глазами совенка. Ночью он висит, цепляясь задними лапами и как лазер фиксирует стрекозу на фоне луны. Одновременный отрыв обеих рук и молниеносный захват. Стрекоза даже не успевает взмахнуть крыльями. Утром Архицебус сменяет меню на сочную смокву, сохранив за ночь драгоценные калории. Заросшие мангровые дельты позднего Эоцена-Олигоцена предлагают 3 древним обезьянам собственные кулинарные ниши. 35 миллионов лет назад на территории современного Египта живет Катапитекус. Всего 600 грамм массы, но уже с резцами как долото. На рассвете он спускается по лианам к заводям, где на листьях ночуют цикады. Быстрый бросок ладошками-пинцетами, и насекомое проглочено. Затем Катапитекус разрывает мягкую кору болотного инжира и слизывает сладкий латекс, компенсируя влагу в полупустынном климате. 30 миллионов лет назад появляется Аегиптопитекус. Его тело выглядит обманчиво. Он выглядит небольшим, но весит много. У него крепкие и мощные коренные зубы. Он медленно форсирует верхний ярус и ищет мачтовые плоды древних фикусов. Челюсти сдавливают плод, сок стекает, мякоть измельчается. Между приемами пищи обезьяна соскабливает кору в поисках личинок жуков-бурильщиков. Это белковый бонус к растительной диете. 29 миллионов лет назад на территории Саудовской Аравии обитает Сааданиус. Выглядит он как помесь мартышки с макакой. Длинные конечности бросают тело в серию прыжков, а лапы срывают стручки акации. Раздавив их клыками, Сааданиус вылизывает сладкую мякоть и слизистых муравьев, охраняющих растения. Прилив приносит крабов-отшельников.
Обезьяна хватает одного, удар по камню, и панцирь трескается. Ранний миоцен Восточной Африки. 20 миллионов лет назад. Леса парят от росы и солнечного пара. Кения. Проконсул – обезьяна без хвоста, но ходить по земле еще не умеет. На толстых ветвях проконсул движется как четырехпалый балетмейстер. Передние лапы ощупывают ветку, а задние уже тянутся к следующей. Обнаружив гроздь инжира, проконсул обхватывает ветвь стопами-зажимами, зависает вниз головой и щипцами резцов срывает самые спелые плоды. Под корой шуршит личинка, коготь поддевает кору, язык лопатка выстреливает за протеиновым бонусом. Маротопитекус уже демонстрирует первые зачатки прямого подвешивания. Подтянувшись, обезьяна висит на передних лапах, свободными ногами подтаскивает к себе гибкие ветви акации. Зубы-ножницы срезают молодой лист, богатый клетчаткой и кальцием. Если в листве прячется кузнечик, Маротопитекус одним щелчком пальцев швыряет его в рот. Под луной он спускается на землю и бормоча собирает выпавшие плоды, пока хищники дремлют. Испания. 12,5 миллионов лет назад. В полупокрытых туманом лавровых лесах Каталонии громыхает летний град. Пьеролапитекус. Невысокий, около 35 килограмм весом, но коренастый самец. Цепляется ладонями за гладкий ствол древнего лавра. Широкая грудная клетка и малоизогнутые ребра позволяют глубоко вдыхать перед тяжелыми рывками наверх. Его цель – фрукт с максимальным содержанием глюкозы. Поднимаясь, он ощущает соленый запах грозы и знает, что градом сбило спелые плоды. Пьеролапитекус переходит в четырехточечную стойку на толстой ветви, хватает плодовую шишку двумя руками и разбивает о сучок, чтобы стекла горькая смола. Он когтем приподнимает кору, а большим пальцем уже почти современного вида выдергивает личинку. Фрукт плюс жир личинки – идеальный энергетический коктейль, чтобы покормить детеныша, прижатого к шерсти на животе самки. Дриопитекус. Франция. 11 миллионов лет назад. Дриопитекус – это тяжелый, до 45 килограмм весом фруктовый король с лимонно-желтыми эмалями. Лес юга Франции тогда субтропический заповедник инжира, меда и гибискуса. Дриопитек пользуется тактикой планомерного грабежа. Рано утром он проходит кронами, пока солнце мягкое и соки не ушли из плодов, и за 2 часа убирает большую часть урожая. Он кутает гроздь ладонью, отрывает по 3-4 фикуса и складывает в защечный карман. Но в полдень, когда душит зной, Дриопитек становится хищником-пайщиком. Он спускается к ручью, где застыли выли полусонные речные крабы Патамон. Засунув руку под камень, обезьяна достает краба и ударяет им о валун, разбивая панцирь. Белок не нужен ему. Самка с новорожденным получает мякоть, а самец – репутацию. Вместе с крабами добыча включает яйца черепах Стернотерус. Сухой песок заметается лапой, скорлупа перерезается острыми резцами. Ауранопитекус. Северная Греция, 9 миллионов лет назад. Ауранопитекус живет на границе леса и саванны, там, где кустарники перекрещиваются с сухими балками. Его зубы с толстым эмалевым покрытием говорят о тяжелом рационе. Вечерний переход к зарослям акации, отрыв тяжелых жестких стручков, раскалывание их мощными премолярами. Сладкого сока мало, зато после сезона засухи это калории, которых никто не отнимет. Но есть и охота на калий. Ауранопитекус переворачивает камни в сухих руслах, выгребая лапой солевые кристаллы и прилипших к ним мокриц. Минералы помогают нейтрализовать дубильные вещества акаций. Ауранопитекус, найдя падаль газели, рвет сухожилия клыками-крючьями, доставая остатки костного мозга. Данувиус. Бавария. 11 миллионов лет назад. Ноги Даувинуса приспособлены ходить по ветвям, но руки по обезьяне цепки. Охотничья смена наступает в сумерках. Лесные огни – это светлячки, привлекающие ночных мотыльков. Данувиус выбирает ветку толщиной с запястья, цепляется ногами, а свободные руки выбрасывает вперед. Рывок, хлопок и мотылек в ладони.
Данувиус ломает молодой побег бамбука, прикладывает губы и всасывает водянистый сердечник, пополняя электролиты. Уже через 20 минут бамбук начнет отвердевать. Бурониус. Греция. 10 миллионов лет назад. Бурониус похож на карлика. Всего 15-20 килограмм, но с длинными руками клинообразного сечения, напоминающими кисть летяги. Живя вдоль побережья Палеоэгейского моря, он набирает высоту по склону сосны, затем растягивается на боковых ветвях, опираясь спиной об ствол, и делает резкий боковой подлет к соседней сосне, собирая смолистые почки и личинок соснового пилильщика. Но главная его инновация – это когда мелкие чайки Ларус садятся на прибрежные валуны. Бурониус срывает плоский камешек и кидает сверху, вспугивая птицу и выбивая из клюва только что пойманную рыбу. Улов падает на песок, а обезьянка забирает подарок моря. Внутренний анализ микротрещин на плече показал высокие нагрузки от бросков. Косвенный аргумент в пользу такой тактики. Чад. 7 миллионов лет назад. Предутренний холод Сахеля. Кустистая саванна разбита редкими болотцами, где осока сохраняет последнюю влагу сезона. Самец Сахелантропус вытягивает плоскую морду над травой. Затылочное отверстие уже ближе к центру черепа, значит, голова держится по-человечьи, вертикально. На 4 конечностях он подходит к кусту тернсливы, хватает горсть мясистых плодов, заполняя щеки. Затем выпрямляется, шагает 2 ногами по обмелевшей луже, где копошатся рачки-триопсы. Слышен хруст маленьких панцирей. Сегодня в меню сахар плюс белок. Это всеядие в условиях, где хищники-саблезубы властвуют ночью, а днем еды мало. Кенийские холмы Туген. 6 миллионов лет назад. Склоны эскарпа по утрам отбрасывают длинные тени. Арорин, ростом с современную шимпанзе, поднимается на крепких бедренных костях. Их шаровидные головы уже годятся для уверенной бипедии. Сначала двуногий подъем к стоянке павианов, которые бросили желуди подокарпус. Арорин быстро собирает остатки. Потом резко встает на четвереньки. Дерзкий рывок к стволу акации, где в коре копошатся ночные катетиды. Длинные пальцы выковыривают насекомых, пока ветви не сдадутся под тяжестью тела. Добыча. 70% орехоподобных семян и 30% крупных насекомых. Это калорийный микс для мышц, тренирующих прямохождение. Эфиопия. 5 миллионов лет назад. В мозаике галерейных лесов и открытых полян ардипитек ходит на полусогнутых ногах, однако стопа все еще цепляется большим отстоящим пальцем. Взгляните на утренний маршрут самки. Она подгибает ветку инжира, срывает 4 плода, но съедает лишь мякоть, выплевывая семена под корень. Небольшим камнем разбивает термитник макротермос. Липкий язык и цепкие пальцы собирают поток насекомых. Белок достается детенышам. Ардипитек двуногим шагом пересекает ручей по упавшему стволу. Там трава густее и прячутся лягушки птичадена. Одно молниеносное движение руки, и амфибия исчезает в пасти. Ардипитеки совмещают древесную ловкость и наземную экономичность. 50% плоды, 25% насекомые, 15% мелкие амфибии и 10% клубни. Такая гибридная диета позволяет пережить колебания климата, когда лес отступает, а саванна наступает. В следующем видео мы продолжим рассказывать об эволюции человека. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала «Реальное нереальное».